Друзья, всем привет! Время 11 часов вечера. Я уже нахожусь на Таежной речке. Стоит палатка. Я уже покушал ухи и начал читать книгу. Взял в этот раз с собой книжку. Начал ее читать еще дома. Книга, конечно, не маленькая. Весит прилично. Не хотел ее брать, но взял. Книга очень интересная. Очень много полезной информации про выживание в дикой природе, местности для туристов, для охотников, рыбаков. Так что взял ее, почитаю. И сейчас немножко расскажу, покажу, как прошел сегодняшний мой день. Налетела туча. Только-только успел под елку спрятаться. Вот такой вот попал первый хариус. Небольшой, но возьму его на уху. Как-то вытянул его, особо не сопротивлялся. Добавим червя. Хариус здесь наверняка не один. Место неплохое. Мошкара уже вот одолевает, летает, но сильно вроде не кусает, но есть. И комарики начали появляться. Опа, еще один. Этот уже покрупнее. Закинул на струю. На самой струе взял. В принципе, уха уже сегодня состоялась. Там быстринка, а здесь такой заворотик, затишок. В этот раз у меня поплавок вот такого цвета. Видно, да, красный. Плохо его очень видно на воде. Надо будет переделать сегодня вечером на белый. Ну, посмотрю, если время будет и будет желание, то переставлю на белый. Плохо его видно, надо присматриваться постоянно. Третий. Такой средний хариус, нормальный.
Вот таких 3 хариуса мне удалось поймать. Наверное, где-то за час времени поймал все в одном месте. Время уже 9 часов вечера, почти без 15. Все, ухожу на базу. Палатка у меня уже поставлена. Я все подготовил и пошел рыбачить. Сейчас прихожу, чищу рыбу и варю уху. И уже ложусь отдыхать. Ложку дома забыл. Ну, в принципе, она мне не особо нужна. Хуй все равно буду пить из кружки, как полагается. Посолить так примерно посолю на крышечке. Потом, если что, досолю. Хариус жирный, уха жирная. А чайник у меня тут долго не вскипит. Лес, что ли, шумит? Вроде тихо на улице. Непонятно. Заварил каркаде. Все, пью чай. Злаковый батончик и 2 баранки съем. На улице резко похолодало. Пришлось одеть флиску. И буду сейчас отдыхать, ложиться. Все на сегодня. Хватит? Друзья, всем доброе утро. Время 7 часов утра. Я уже позавтракал.
все подготовил и выхожу на речку, где были пойманы вчера 3 хариуса. Сейчас срезаю крюк по лесу, чтобы... Ну, тут пустые места такие, бесполезные. Вот, попробуем там половить. И взял еще с собой тенкару. Может быть, попробую порыбачить на нимфы. Мушку несет мелкую по реке, но я не видел, чтобы хариус ее хватал. Даже, ну, вот, плюхов ни одного не видел. Ни вчера, ну и сегодня тоже вот так вот ходил тут у речки, пока утром проснулся. Вот такой вот симпатичный будет червяк. Переделал вчера удочку и поставил вот такой поплавок. Его, по крайней мере, будет хорошо видно. Все, иду дальше вверх. Попробуем в другом месте. Погода, конечно, сегодня не для рыбалки, больше для отдыха. Яркое солнце. Но здесь, конечно, вот тень, но тем не менее, не поклевки. Собрал палатку, осталось упаковать вещи в рюкзак и выдвигаюсь в другое место. Скорее всего, наверное, уйду на низ туда. За 2,5 часа ни одной поклевки я не видел. Сходил туда вверх с утра, потом от лагеря еще спустился вниз и тоже ни поклевки. Результат один и тот же. И решил, короче, делать здесь нечего, ходить. Там уже до других мест далековато от лагеря. И как бы сейчас спущусь на низ, там посмотрю, как по рыбалке. Где-то, если перспективные будут участки, останавливаюсь, ставлю палатку и там еще ночую. Пробую в тех местах рыбачить. Так что, ну, вот такие вот планы. На улице тепло, в курточке жарковато идти. Прикрепил ее на рюкзак, вот так туда повесил. Будем выдвигаться на низ. Место интересное такое. Но пока вот поклевок нету. Начались облака, пошли. Погода влияет очень сильно. Вышел сюда. Вот такое интересное место. Рюкзак оставил там выше по реке. И буквально здесь просто спустился посмотреть. Взял удочку только и, ну, мотовила. Сейчас попробую здесь вот. Елка лежит упавшая, и за ней сразу яма такая с обратным течением. Там, я думаю, здесь точно хариус должен быть. Сейчас проверим. Духотища такая. Конечно, погода. Надо либо ждать вечера,
либо на смены погоды. Лучше, конечно, когда пасмурно или мелкий дождик моросит, снежок, хотел сказать. Поэтому мусор постоянно в правом сапоге почему-то. Там вдалеке тучки такие собираются дождевые. Вообще ничего не клюет. Просто ноль. Один хариус сорвался и все. Вот там вот повыше. Есть мелюзга, скачет изредка. Вчера вообще не видел ни одного. А сегодня есть, наверное, штук 5. Прыгнула за мушкой за какой-то. Ну, вообще мелочевка. Может быть, это комары или мошка какая-то. Не знаю, в воду падает и хватает ее. А, это ящик открыт. Я думал, там второй такой же закрытый. Хотел посмотреть. Все оббито газетой. Ну, это деревенский старый дом такой был. Вот. Даже обои есть. Керосиновая лампа. Старая была. Вот такая вот. Здесь даже вот видно резьбу. Сюда заливался керосин. А это была подножка. Вся уже сгнила. А когда-то здесь кипела жизнь. Ну, не то чтобы кипела, но люди здесь жили. Сейчас уже здесь еще жизнь была. Где-то, наверное, может быть, я думаю, в 60-х, 70-х годах. А потом уже люди отсюда уехали. И все здесь просто брошено. Кто-то уже пилил тут на дрова что-то. Эту стену кто-то выпилил бензопилой. Вот спил видно. И с этой стороны. Нагеля. Как же без них? Интересно было сделано. Вот этот дверной проем. То есть была установлена стена. Вот так вот. И еще делали в стене вот эти запилы. И вот так вот вставляли бревна. Интересно так, необычно. Сейчас просто ставят, гвоздями или чем-то прижимают, пеной запенил и готово. Ну, это вот по старинке все делали. Сколько ему лет этому дому? Ему уже больше сотни лет уже. Целая история. С ума сойти. Это железяка. Не знаю даже, что это такое. Но на туалет не похоже. Но хотя в теории мог бы это быть туалет. Прямо рядом с домом вот так вот пристроен. Время 15 часов 38 минут. Это уже, наверное, даже не обед. Ну, у меня обед.
Заварил вермишель быстрого приготовления и банку тушенки сейчас поем с хлебом. Вот такой будет обед. И надо будет потом где-то искать место под палатку ставить. Только сейчас заметил, двери, кстати, закрывались, были не на петлях, крепились, а вот такие вот штуки. И в двери вставлялись такие круглые, как на геля, и вот по этим они ходили. Я не знаю, как правильно все это называется. То есть как направляющие, не направляющие, а крутились, вот так вот открывались, закрывались. То есть это вообще такое, знаете, очень все старое. Пружины еще нормально, пружинят, не сгнили. Вот тоже такая была постройка, типа избушки даже, маленькая совершенно. Это что такое? Деревянные рамы. Вот они. Но почему-то они были в крыше, в потолке. Если это был, конечно, вагончик, то вагончик, конечно, такой не маленький. Наверное, метров 10-15 в длину. И в ширину метра, наверное, около 3, 2,5-3, наверное. Такой. Что он тут делает, понятно. Скорее всего, все, я понял. Он перевернутый. Это рамы, они были не на крыше, они были с боков. Потому что вот там на дне тоже рама такая же лежит. То есть он стоял вот так вот. Это были окна по бокам, стены были, то есть. А вот то была крыша. Я еще подумал, что такая стена какая-то полусферой. А это, оказывается, крыша была. Он просто перевернут. Так что все понятно. Короче, это был какой-то вагон, какое-то сооружение. Для чего оно здесь было привезено в свое время, одному Богу известно. Время, ребята, уже 9 часов вечера. Есть вообще ничего не охота. Силы вообще просто вымотался я сегодня. Лицо все горит от солнца. Сейчас пью чай и все, ложусь спать. Уже установил палатку, даже ничего не снимал. Рыбачить буду завтра. Сегодня без ухи. Если честно говоря, даже есть неохота ничего вообще. Чисто чай. Сейчас заварю каркаде. Он такой кисленький. Друзья, всем доброе утро. Время 8:30 утра. Сварил гречки.
завтракаю с паштетом, 2 куска хлеба и пару батончиков с баранками. Ну что дым-то сюда пошел. Погода сегодня пасмурно, немножко стало попрохладнее, и это, конечно, хорошо. С утра вот тут ходил, пока костер разжигал, все разводил, тут даже флиску пришлось одеть. Сейчас уже теплее стало тут. Ну и у костра тучки такие ходят там где-то, но за тучками опять вроде как светло, так что погода такая отличная. Ветра нету, просто благодать сегодня. И комаров, кстати, нету. Вчера их много было, прям к вечеру где-то вылет какой-то был, а сейчас вообще ни одного нету. Куда они делись, непонятно. Сейчас вот там прыгнул или хариус, или может какая-то другая рыба, не знаю. Главное насадить хорошего червяка. Такого аппетитного. Есть, хороший, что-то попало. Хариус. Доставать его только отсюда не очень удобно. Опа. Есть первый хариус. Небольшой, но возьмем на уху. Думал, тоже хариус. Заодно зацепило. Так просто здесь не пройти. Надо очень аккуратно. То можно упасть и ноги себе переломать здесь где-нибудь в этих завалах. Леса навалено высоко, в 2-3 ряда лежит. Вот иду туда на поворот. Там как омут такой с обратным течением, как улова. Хариус-то ведь есть, а на удочку клевать что-то не хочет. Только что всплеск такой был приличный. Ну, примерно такой же, как я поймал. Я думаю, хариус не меньше. Удочку закидываю, что же место не клюет, и все. Сейчас еще попробую, здесь минут 10 порыбачу. И пойду за тенкорой, за мухой. Может быть, подобрать мушку ему какую-то. Нимфу или... Ну, короче, что-то буду подбирать, смотреть, пробовать. Вот, намотка, шнур. Она вообще, вот, наверное, сантиметров 30. Можно даже где-нибудь какой-то кармашек запихать или за пазуху. И все. И вот столько мушек. Вот надо пробовать сейчас вот это все. Экспериментировать. С этой стороны и вот с этой стороны. Столько. Мушки делал, сразу говорю, не я. Спасибо Александру, подписчику с Питера, за посылку. Он мне столько мух наделал. Вот буду в этом году пробовать рыбачить. Я как-то пробовал, у меня уже здесь привязана такая вот мушечка. Вот она, по типу ручейника. Сейчас попробуем на нее сначала, потом по мере, как будет рыба реагировать, будем менять мухи. Такой вот лесоповал. Решил все-таки пробраться здесь и сходить вот здесь за поворот повыше.
попробовать там еще удачу. Вот скачет. Есть. Попал. Неплохой. Сейчас бы достать его. Тенкара в дугу. Достать его за леску. О, хороший хариус. Первый мой хариус на тенкару, на мушку. Такая речка. Сейчас немножко еще поднимусь сюда вот. И дальше уже не пойду. По идее, под этой струей бы неплохо бы порыбачить. Вот под той вот. Иду просто и в голове никак не укладывается. Попади здесь в такой ураган, все, труп завалит просто. Реально завалит. Ну, шанс может быть какой-то и есть спастись, где-нибудь там в ложбину упасть, но не знаю. Тут, мне кажется, просто вот стена пошла, ветра с дождем такой, порыв большой, просто все, и упала. Вот такие вот бывают места. Поэтому в походах очень тщательно надо подбирать погоду, смотреть прогноз, прежде чем куда-то собираться, идти. Здесь хариус, по идее, вообще должен быть. Ну, не может быть, что его здесь нету. Еще муху не так-то просто закинуть. Что лиственница вот еще сверху нависает. А доставать его тут вообще отдельная история, если попадет. Есть. Есть хороший. Вот он. Отличный хариус. Как его сейчас... Высоко очень. Я еще стою на корне. Ладно, сейчас может... За леску попробуем его поднять за шнур. Аккуратненько. Высоко. Ух ты! Второй хариус на тенкару. Отличный экземпляр. На такую снасть, конечно, вываживать рыбу огромное удовольствие. Особенно в таких местах, в таежных речках непроходимых. Все, больше не поклевки. Сейчас забираю этого хариуса и иду на базу до палатки. Еще того заберу по пути и варю уху. Вот так вышло у меня с утра 3 хариуса на сегодняшний момент. Это время сейчас 12 часов дня. Сейчас пока дойду обратно полчаса, а то может быть и час, наверное, по этим завалам, и буду варить уху. Приду, наверное, сюда ближе к вечеру. Места перспективные, интересные, вообще классные такие, очень красиво. И рыба здесь точно есть, он просто сейчас не клюет. Вышло солнце, духотища такая, вот дует ветерок, небольшой ветер, юг-юго-запад дует, где-то оттуда.
Иду через завалы и смотрите, что нашел. Кораблик. Просто вот лежит под деревом. Случайно шел вот по этой сосне и увидел его. Оставлю его, брать не буду. Может быть, кто-то когда-то рыбачил здесь, но не знаю, как здесь на кораблик рыбачить. Проще на какую-то бомбарду, балду или вот на тинкару, на ту же удочку. Кораблик как бы, ну, в теории-то можно, конечно, и на таких речках рыбачить, но смысла просто не вижу таскаться с ним. Последний хариус хороший такой попал. Вот это солнце жарит, конечно. Такое ощущение, что июль месяц, но никак не конец мая. Рука уже вот эта сгорела. Я сейчас ее обработал спреем от ожогов. В последнее время в аптечке он у меня всегда есть. Беру с последними событиями. Сейчас обедаю и пойду отдохну, немножко в палатке полежу. Вот тент в этом случае, конечно, отличная вещь. И он и от дождя защищает, и от яркого солнца. Потому что вот так сейчас на открытом пространстве, короче, в палатке спать тоже невозможно, там как в бане будет. А так тент, короче, выполняет две важные функции. Очень важная такая нужная вещь в походе. Просто прелесть. Почистил у всех желудки, печень. И у большого чуть-чуть икры было. Только-только уже начало завязываться. Это уже на следующий сезон. На апрель. Время 5:30 вечера. Пришел я на это место, где был пойман последний хариус. Вот на такую мушку. Вот, наверное, видно ее. Черненькая такая. На улице пасмурно. Немножко идет дождик. Там такое расширение дальше на речке. И плавают утки. Туда-сюда. Летают. Никто их тут не трогает.
Начался дождь. Покидал муху минут 10-15. Ни одной поклевки не видел. Не один же здесь хариус был. Здесь такая струя хорошая. Скорее всего, что тут рыба еще есть. Сейчас подожду немножко, там может сейчас закончится или поменьше станет, и как бы попробую муху еще поменять. Да ё-моё. На лиственницу закинул. О, дождик поменьше стал. Все, мушку одну оставил. Оно не удивительно, конечно. Попал один. Вот такой вот схватил, небольшой, совсем маленький. Дожди, стой. Иди живи. Пока все. Одного маленького поймал, отпустил его, ничего не клюет. Ходить искать его надо, а ходить не знаешь где. Все в завалах. Кидать тоже как бы много нигде не размашешься. Локоть разодран был, кровь, и вот мошкара прямо в рану, вот в порез, такой полосой раскусали. Здесь тоже вот кровь. Время 8:30 вечера. Пришел уже на базу, скипятил чайничек, и вот сейчас доедаю уху. Осталось у меня буквально на 2 кружки, греть ее не буду, и один хариус остался. Так, ни одной поклевки я не видел, одного маленького поймал и отпустил его. Больше все. Сходил там еще пониже, попробовал. Ну, там места не так много, не разбежишься, везде завалы кругом. То есть, как бы, в теории надо ходить, короче, в забродном костюме. Там можно походить по самой речке, где-то по пояс, может быть, местами, где-то чуть выше колена. Но так как я в маленьких сапожках, пришлось ловить с берега. Поэтому много не походишь. А так, конечно, можно там походить. Ну, сейчас еще вода большая. Вот летом здесь, наверное, нормально можно так порыбачить, походить.